плавали на такой штуке? Я только смотрела, как ее просто демонстрирует мама. Раньше аккуратно. Наконец-то у меня дошли руки сделать влог, который я снимала еще в 2023 году. Итак, переносимся в сентябрь 2023 года. Я еду на экскурсию в Городец. Городец – это город в Нижегородской области. Он появился в 1152 году. Это был очень важный город, потому что он охранял границы. Расположен он на левом берегу Волги. Добраться до него можно на общественном транспорте, на личном транспорте, а я доберусь до него на катере на воздушной подушке. Это новый вид транспорта у нас в регионе. Я с экскурсионной группой спустилась в катер. Изнутри похоже на автобус, только за окном вода. Едет катер быстро. Дорога заняла около часа. Пейзаж за окном очень красивый. В город мы приехали и вышли на набережной. Пока что эта набережная не благоустроена, но я думаю, что совсем скоро здесь будет очень красиво. Приглашаю пройти и посмотреть визитную карточку нашего города. Это город мастеров, деревянные здания. Сейчас у вас будет экспресс-экскурсия по нашему комплексу, по мастерским. Далее запланированная конференция, потом творческие мастер-классы, и уже пойдем смотреть наш замечательный город. Музейный квартал, сердце городца. Итак, добро пожаловать, выходите со мной. Я не буду заранее говорить вам, что мы увидим. Я только скажу, что любому туристу будет здесь интересно, а иностранный турист узнает здесь много о культуре и истории России. На берегу стоит огромный терем, деревянный дом в русском стиле. Этот терем называется «Город мастеров». В нем туристы могут посмотреть разные традиционные русские изделия и могут сделать их сами на мастер-классах. Это наша высокохудожественная мастерская золотной вышивки. И золотная вышивка приходит к нам из Византии с принятием православия на Руси. Из церковных обличий плавно перешла уже на современные одеяния, стали также украшать платки, шали, полотна и картины. Также здесь у нас представлены костюмы, это мужской и женский. Мы сейчас с вами перешли в нашу яркую красочную мастерскую городецкой росписи. Городецкие мастера издавна славились, а вот роспись их отличалась своей содержательностью. И, как правило, изображали жанровые сцены, то есть то, что видели у себя же в быту. Обычно это были семейные застолья, чаепития, посиделки, животный мир, катание на тройках лошадях, катание свадеб, встречи гостей, игры, пляски и забавы. Краски всегда выбирали яркие, насыщенные, жизнерадостные, очень много. И в древности здесь делали деревянные и глиняные игрушки, мебель, которую расписывали именно так. Сейчас мы с вами переходим в нашу мастерскую гончарного дела, и гончарный промысел зарождается на городецкой земле еще с древности. Глины большими пальчиками вылепляли чашечку, затем у нее смыкали конечки и получали уже некую луковку. У этой луковки аккуратно разглаживали стенки, снизу тянули.
я пошла на мастер-класс по росписи. Мы рисовали рисунок в стиле, который появился именно здесь, в городце. Моя поездка носила не только туристический характер, но и деловой. Поэтому была запланирована встреча с администрацией города. Кроме прочего, нам рассказали, какие отрасли развиты в городе. Сам по себе город небольшой. В нем очень много деревянных домов. Все они ухоженные, аккуратные. Есть правило, которое запрещает строительство многоэтажных домов. Это сделано для сохранения аутентичного облика города и архитектуры. В сувенирных магазинах продают изделия, которые делают на местных фабриках. Все эти вещи в традиционном русском стиле. Как я уже сказала, здесь есть традиционная роспись. Она называется городецкая роспись. Кроме городецкой росписи, есть еще одна вещь, которая относится к этому городу. Это пряники. Они так и называются. Городецкие пряники. Я купила несколько. Иногда на уроках я устраиваю со студентами соревнования, игры. И в качестве подарка я покупаю городецкие пряники, потому что я знаю, что они понравятся всем. Мы много гуляли по городу, и было приятно слушать экскурсовода, который с любовью говорил о своем городе. Мы забрели в дом, в котором живет руководитель байкерского клуба. В гараже у него есть музей. Мы познакомились. Мужчинам было, конечно, очень интересно. Проходите. Да, мы рады, что вы к нам попали. Начитаны о нас. Где? В Ютубе раньше у вас была страница, У которого зародилась идея создать для сохранения истории, для юношей, подростков, музей мототехники. И потихоньку стали коллекционировать, где-то собирать со свалок, восстанавливать все это, чистить, красить. Вот. И сюда выставлять. Соответственно, образовалось, сначала было вот так, музей маленький был у нас. Вот здесь. В этом году его расширили, еще добавили экспонат и все прочее. Здесь создана техника вот, легкая, мопедов. После экскурсии по городу мастеров, мастер-класса, встречи с администрацией города, обеда, прогулки по городу, у меня уже было мало сил. И мне очень жаль, что в этот музей я пришла уже без сил. Это музей имени Александра Невского. Можно любую букву нажать. Это очень современный, интерактивный музей. Он просто потрясающий, очень познавательный. О нем нужно делать отдельное видео. А сейчас я покажу просто кадры. Городец на этой карте вот здесь. Конечно, с тех далеких времен сохранилось крайне немного. Уцелели только остатки внешних. Мало также он успел побывать киевским князем и великим князем Владимирским. Основные же объекты исторические, про которые мы можем сказать, что их стены видели князь, это разные древние храмы. Владимира, Новгорода Великого, Софийский собор, например.
Спасо-Преображенский собор Переславля Залесского, храм 12 века, при Юрии Луговом был заложен, здесь князя крестили. В ноябре 1263 года в Рождественском монастыре. И вот именно от этой даты, а не от даты кончины, мы отмечаем День памяти Александра Невского. 6 декабря это покоится. А вот то, что мощи Александра Невского в наши дни покоятся в Лавре, в городе Святого Петра, куда их Петр I перенес, глубоко символично. Ведь сам Петр отвоевал у шведов в ходе Северной войны пространство, откуда стал увидеть. Никого не успел наградить, и первое награждение уже его жена произвела, Екатерина. В витрине слева муляж звезды ордена. Ее носили отдельно на ленте. Справа медаль в виде советского ордена. Сам орден без ленты, без георгиевской вот этой планки. Советский орден был исключительно военным. Это был младший командирский орден. В городце много музеев, есть целый музейный квартал, в котором находится музей самоваров, например. Я в нем была раньше. В завершение хочу сказать, что рекомендую посетить Городец. Если вы приедете в Нижний Новгород, добавьте 1 день, чтобы посетить Городец самостоятельно или с экскурсионной